Ну что, теперь поговорим про деньги. Планировка, во-первых, она нестандартной формы, потому что сам дом, он такой круглой формы, поэтому нестандартные стены. Встроенная мебель тоже идет от застройщика, ну а все остальное уже делал здесь дизайнер. Соседи со всех стран СНГ. Может быть, не знаю, какого-то спортсмена, бизнесмена. Идеально подойдет для тех, кто хочет чувствовать себя как дома. В месяц эта квартира стоит $4000. Ну, естественно, если у вас есть своя яхта, вы можете спокойно припарковать возле этого комплекса. Дубай днем и ночью – это абсолютно разные города. Фотографии одни, ты приезжаешь, а квартира в совсем другом состоянии, в убитом. В первую очередь хочу напомнить, что я собственник агентства недвижимости Ведомус, а уже во вторую очередь интересный и нескучный блогер. Поэтому у нас сегодня тематический выпуск, и я делаю обзор, сравнение двух квартир, двух арендных квартир в разных районах с разным наполнением и по разным стоимостям. Поэтому, если ты сейчас находишься в другой стране, но мечтаешь переехать в Дубай и снять себе здесь квартиру, смотри этот выпуск. Или ты уже здесь и как раз в поисках арендной квартиры для себя, то посмотришь как раз баттл этих двух квартир, сравнение по какой стоимости, какое наполнение квартиры, какая инфраструктура. Так вот, смотрите сегодняшние выпуски, и, наверное, я отвечу на все ваши вопросы. И, кстати, не забывайте, у нас агентство недвижимости, которое занимается и арендой, и покупкой квартиры в Дубае, так что пишите, и мои менеджеры с удовольствием найдут квартиру вашей мечты. Планировка этой квартиры одна из удачных, потому что она однокомнатная, но 82 квадрата. Большая гостиная зона вместе с кухней, есть отдельная спальня, широкий санузел, и еще есть дополнительно зона для стиральной машины или использовать ее как кладовку. И еще очень важный бонус, у вас огромнейший балкон на 2 комнаты. Теперь посмотрим, что у нас есть в квартире по наполнению. Большое зеркало при входе, здесь у нас зона телевизора, также есть полочки, очень удобно. Большой диван. Кстати, он не раскладывается, почему-то во всех съемных квартирах очень редко раскладывается. Дизайнерское кресло тоже неплохо выглядит, много зелени по квартире я уже видела, тоже добавляет еще воздуха, ну и красиво смотрится. Теперь мы смотрим на кухню, у нас большой обеденный стол, стандартная кухня, но кухня идет от застройщика. Обращайте внимание, когда арендуете квартиру, на ее наполнение по технике, потому что не во всех есть. Здесь у нас холодильник, плита, духовка, вытяжка. В принципе, собственники готовы иногда добавлять мелкую бытовую технику. Здесь ее нету, но обращайте на это внимание. Планировка, во-первых, она нестандартной формы, потому что сам дом, он такой круглой формы, поэтому нестандартные стены. 72 квадрата, это one bedroom с большой гостиной зоной. Здесь у нас тоже обеденный стол, немножечко меньше, чем на другой квартире. Зона для телевизора, естественно, кресло, диван. Но особенный плюс этой квартире и лайк я ставлю вот этому виду. Просто нереальный. А в этой квартире, в отличие от той, которую мы с вами только что смотрели, здесь у нас тоже есть техника: духовой шкаф, плита, холодильник, стиральную машинку надо найти. Но я думаю, что она... Здесь у нас посудомоечная машинка, и я предполагаю, что стиральная машинка тоже есть. Поэтому все необходимое для жизни есть в этой квартире. Кондиционер, естественно, здесь от застройщика, поэтому его не видно, только немножечко слышно. Ну и мелкая бытовая техника, ее можно поставить при желании уже, кто будет заезжать в квартиру. Здесь у нас представлен еще один шкаф. Это, кстати, очень удобно. Почему-то в арендных квартирах их постоянно мало, поэтому дизайнер здесь добавил еще дополнительное место. Зону спальни сделали очень красиво. Вот здесь огромное зеркало. Очень, кстати, все уютно. Приятные тона, ничего не давит. Большая двухспальная кровать. Встроенная мебель тоже идет от застройщика, ну а все остальное уже делал здесь дизайнер. Идем смотреть спальню. Так, здесь у нас тоже панорамное окно. Двухспальная кровать, тоже стоит большое зеркало, ну и встроенный шкаф. Я уже когда-то говорила в роликах, что ремонты, в принципе, в Дубае одинаковые. Вот видим яркий пример типичного ремонта санузла. Пожалуйста, здесь душ, здесь раковина. Но что хочу сказать, все в нейтральных тонах, поэтому очень приятно все выглядит.
Забыла показать еще одну комнату. У нас санузел, но прошу обратить внимание, по сравнению с другой квартирой, там у нас еще была отдельная зона, где стояла стиральная машинка. А эта квартира немного поменьше, поэтому вот душ, тоже раковина. Когда вы встречаетесь с соседями где-то на бассейне или на своем личном пляже, то это будут соседи со всех стран СНГ. Очень любят снимать здесь квартиры и, в принципе, покупать русскоговорящие люди. Поэтому идеально подойдет для тех, кто хочет чувствовать себя как дома. Что касается квартиры, то эта площадь, эта планировка идеально даже подойдет для семьи, может быть, и с ребенком, или для девушки или парня, кто любит пространство и любит вот большую площадь. Ну, естественно, многие, кто выбирает этот комплекс, это люди, которые хотят жить возле моря. Здесь много англоговорящих, здесь много людей, кто приезжает с Европы, поэтому если вы хотите в общество, где все разговаривают на английском, то, пожалуйста, вам сюда. Также идеально подойдет для одного человека, может быть, холостяка, может быть, не знаю, какого-то спортсмена, бизнесмена. Ну, для одного человека будет очень круто. Хотя площадь здесь тоже неплохая, поэтому пара спокойно, ей будет здесь комфортно и спокойно эта квартира подойдет для них. Ну что, теперь поговорим про деньги. Стоимость этой квартиры на вторичном рынке – это 2,3 миллиона дирхам. Приблизительно это 630 тысяч долларов. В аренду она сдается на долгосрочной основе 180 тысяч дирхам, что равно 49 тысяч долларов. То есть в месяц эта квартира стоит 4 тысячи долларов. Эта квартира покупалась за 2 миллиона 200 тысяч дирхам, это примерно 603 тысячи долларов, а сейчас в аренду она предлагается на долгосрочную аренду за 160 тысяч в год, что равно где-то приблизительно 3600 долларов в месяц. А вообще жду комментариев от вас, какая квартира вам понравилась больше, поэтому пишите, обязательно отвечу. И ставь лайк этому видео и подписывайся на мой канал. Сделаем итог по этой квартире. Самые главные плюсы – то, что она реально просторная. 82 квадрата для one bedroom квартиры – это очень-очень даже хорошо. Второе, у вас есть свой личный пляж в доме. Чувствуется, что туристический район, потому что у нас в собственной квартире, в собственном доме есть свой личный пляж с выходом на море. Вообще локация классная, потому что с одной стороны у нас Пальма, с другой стороны Марина. Здесь очень оживленный район. Сейчас на самом деле в этом проекте мало еще активной инфраструктуры, то есть кафешек, ресторанов, потому что он новый, он только заселяется, еще в принципе будет дальше достраиваться, потому что планируется 27 домов, но почувствовать, я же говорю, вот этот кайф, что у тебя есть свой личный пляж, очень круто. Ну, естественно, если у вас есть своя яхта, и вы можете спокойно припарковать возле этого комплекса. Так что плюсов этой квартиры достаточно много. Ну, что могу сказать? Самые главные плюсы этой квартиры – это, естественно, локация. Мы находимся в самом центре Дубая, в даунтауне. 5 минут от Бурдж-Халифы, Дубай Молл рядышком, все бизнес-центры. Поэтому те, кто переезжает в Дубай жить и работает в бизнес-бэй или в даунтауне, эта квартира идеально подойдет. Также классно то, что это новый дом. И, соответственно, все новые facilities у вас в доме, очень крутой и спортзал, и бассейн, классное окружение здесь. И что еще немаловажно, здесь реально квартира мечты, квартира с панорамными окнами, с очень классным видом на закат. А локацию и инфраструктуру именно этой квартиры я хотела вам показать ночью, потому что Дубай днем и ночью – это абсолютно разные города. Это даунтаун, это центр города, это самая активная часть города. Кстати, классно даже бегать на пробежке, несмотря на то, что здесь нету набережной, или там много зелени, но здесь настолько все идеально сделано, что вам здесь никогда не будет скучно. Здесь очень множество ресторанов, клубов, просто каких-то зон тоже для развлечений, потому что этот район давно сформирован, поэтому эта квартира подойдет тем людям, которые просто обожают этот бешеный ритм этого города. Знаете, что хочу добавить и сказать, что обязательно смотрите квартиры, которые вы будете арендовать.
И когда, если вы уже переехали сюда, в Дубай, то ходите на просмотры, потому что на картинках это одно, а когда вы попадаете в эту атмосферу, вы почувствуете, что вам подходит. Вот даже сегодня мы посмотрели квартиру у моря, которая вроде такая более туристическая, а здесь шумный центр, но на самом деле здесь такая тишина, здесь такое спокойствие, ну, потому что может быть энергетика другая, хотя в этой квартире еще никто не жил, но все равно есть своя атмосфера. Вообще, когда сами сталкиваемся с арендой или ищем для наших клиентов, то очень часто мы попадаем, когда фотографии одни, ты приезжаешь, а квартира в совсем другом состоянии, в убитом. Ты даже там брокеру показываешь, что зачем вы потратили время и вообще выставляете неправдивые фотографии там 5-летней давности, на что просто разводят руками, говорят, ну, это так и нужно. Нет, так не должно быть. Ну, это случается очень часто, и, ну, это неприятно, потому что вы можете и деньги потерять, ну, и, естественно, свое время. Поэтому обращайтесь к агентам. У нас мы постоянно занимаемся тоже арендой и находим всегда самые классные варианты, которые проверены, которые нормальные. Что могу сказать? Мы сейчас с вами посмотрели две абсолютно разные квартиры, но разные они по вайбу, по настроению, потому что одна находится на берегу моря, а вторая в сердце Дубая, в шумном даунтауне. Их объединяют ремонты, потому что, как ни крути, ремонты у застройщика всегда одинаковые. Разница будет только в том, как обустроил дизайнер или собственник квартиры, поэтому обращайте на это внимание. Но самое главное и ценное, что есть в этих квартирах, это то, что эти квартиры находятся в очень классном городе Дубай, который дает тебе и силы, и вдохновение, и желание расти дальше. Помните, я заставляю тебя влюбиться в Дубае, а самые лучшие квартиры здесь покупает мое агентство недвижимости, которое с радостью вам найдет и аренду, и покупку. Оставляю ссылку на контакты агентства, и наши менеджеры найдут самую лучшую недвижимость здесь.